Привет, друзья! Сегодня речь пойдет об ОБД адаптере, потому что это самая первая покупка при покупке Nissan Leaf. А даже я бы сказал, что покупка ОБД 2 адаптера это покупка предшествующая приобретению Nissan Leaf. Потому что обычно, когда вы едете покупать Nissan, вы уже едете с вот таким вот, как правило, устройством, которым вы хотите просканировать, проверить батарею, посмотреть ВИН-коды, посмотреть пробеги, посмотреть емкость батареи и ее здоровье. Вот, друзья, вот это вот мой старый, любимый, уже много-много лет использующийся мной адаптер. Но он имеет два недостатка. Во-первых, он без кнопки отключения. Так. И он длинный, и я его цепляю ногой. В Ниссане не очень удобно. Разъем находится прямо над педалью тормоза. Поэтому решено было приобрести с кнопочкой выключения. Купил один модный ОБД адаптер на Али. Он приехал, оказалось, что он не работает с Nissan Leaf, с вольтом, то есть с электричками. Вот, хотя тоже 1,5. Вот, ну и бог с ним, я уже подарил его. А сейчас заказал вот такой вот Ansel, он называется iCar. Вот, давайте покажу вам. Это классный сертифицированный ОБД адаптер. Давайте глянем, что у нас здесь. Нас встречает вот такое вот замечательное мануал, да? Так. И вот так. Значит, здесь описана работа с программой Torque. Программа Torque вам пригодится в том случае. Она идет, я так полагаю, здесь на диске. Боже, даже не знаю, куда его вставлять, этот диск. Так, давайте уберем вкладочку. И вот такой вот интересный обрубанный диск, который, ну, у меня, к сожалению, даже его посмотреть негде, потому что давно уже дисками не пользуюсь. Я думаю, что здесь тот же мануал, и в принципе здесь должна быть программа Torque. Программу Torque рекомендую каждому, у кого не Nissan Leaf, то есть другие автомобили. Он работает практически с любыми автомобилями, кроме электричек. Вот с электричками что-то у меня Torque не запустился. Сейчас я покажу, как выглядит это. Одну секунду. Сейчас покажу, как выглядит это приложение. Да елки-палки. Куда я его дел? Torque. Вот он, Torque. Это вот такое вот замечательное приложение, с помощью которого вы в первую очередь можете считывать и сбрасывать ошибки. Поэтому рекомендую к установке, но не для электричек. Вот. Ну и вот такой вот замечательный адаптер с кнопочкой. Давайте его проверять. Итак, друзья, подключили мы наш Ansel. Выходим и открываем LiveSpy. И вот мы видим, наш с вами LiveSpy подконнектился и начал считывать машину. Видно, да? Теперь нас интересует другое. Нас интересует приложение, которое называется ELM327 Identifier. Так, соединиться. Bluetooth. Ansel выбираем. Невозможно соединиться, LiveSpy блокирует. Сейчас, секунду. Еще раз соединиться. Bluetooth. Ansel. Итак, мы с вами можем видеть, какие протоколы поддерживает наш с вами ОБД адаптер. Ну, как показывает практика, несмотря все вот эти модные с кнопочкой, вот, вы можете видеть, что все, что выше 1.4b, оно не поддерживает. То есть, не, скажем так, не все, ко всем автомобилям подойдет
данный сканер. Вот так, если открыть. Если это вам о чем-то скажет. Так. Теперь, что касается LiveSpy. Да, ну о LiveSpy мы отдельно поговорим. Я сниму отдельное видео. Но здесь очень много функций, которые можно использовать, которые можно настраивать и так далее. Кстати, вот что-то колеса в разнобой накачаны. Кстати, колеса обновляются только в движении. Вот. Ну а теперь давайте я вам покажу еще брелочек. Это то, что касается нашего с вами модного Ancel. Что касается вот этого чудо-устройства, значит, я вам рекомендую вот сюда приклеить на кнопочку кусочек изоленты или вот что-то типа тейпа, ну маленький кружочек. Почему? Потому что кнопка нифига не ощущается пальцем. И очень сложно, когда он вот так стоит, приходится заглядывать, не всегда он почему-то сбрасывает LiveSpy после того, как ты перезапустил машину. И нужно его включить. Это, в принципе, хорошая тема, потому что недавно ребята из компании ТСК в Киеве выложили видео о том, что если оставить его включенным, то даже на выключенной машине, либо прямо на ходу вам могут обнулить батарею, отвязать батарею от вашей машины. Но эта история совершенно, скажем так, не имеет к нам на данный момент никакого отношения. Вот, но вот здесь вот мы вам советуем что-нибудь приклеить, чтобы у вас снизу вы чувствовали, когда нажимаете кнопочку. Теперь я вам показываю два, казалось бы, абсолютно одинаковых брелка. Один большой, один мини. Ну вот. Несмотря на то, что китаец заявлял мне, что вот это полторашечка, как вы видите, он подписан, версия 2. Вот эта штука, которой я пользуюсь уже около 10 лет. Она меня выручала. Она прекрасно сканирует Мазды, любые, Infiniti, Ниссаны. Вот, поэтому универсальная замечательная вещь. Давайте ее вставим и посмотрим, что же нам идентифайер наш с вами скажет. Так, осталось залезть теперь под щиток. Секунду. Есть. Теперь мы с вами запускаем наш ELM327 Identifier. Выбираем Bluetooth. Выбираем Gate. И смотрим, что он нам покажет. Вот видите, они практически идентичны. Смотрим сейчас. Что-то не нажимается. Вот результаты сканирования. Так. Ну а теперь давайте попробуем вот этот мини чудо-устройство. Причем я купил точно такое же с кнопкой. Сейчас я вставлю вам скрин, покажу, как оно выглядело. Вот такая же маленькая штучка, как и наш Ancel iCar, да. Тоже с кнопочкой, все отлично. Я его уже подарил человеку, которому оно подошло. Ну вот, значит, Клиффу. Это версия 1.5, но Клиффу она не подходит, как оказалось. Сейчас, одну секунду, что там я соединился. И вот теперь скажите мне, пожалуйста, почему вот этот модуль, который читает на один больше, не читает Nissan Leaf. Вот он не подходит ни к Infiniti, ни к Nissan. Хотя, как вы видите, читает он то же самое. Не до конца 1.4, но он нам и не нужен. Потому что мы... нет. 1.4B. Вот, наверное, как раз Nissan это по 1.4 идет. Поэтому он и не может его прочитать. Ну вот, поэтому будьте очень внимательны при выборе вот этих вот устройств.
Если вы планируете, значит, чем вот это неудобно? Это потрясающий адаптер, я бы его использовал, но я его цепляю ногой. Он стоит напротив педали тормоза. Вот это замечательный, он не мешает ничем. Поэтому плюс он еще можно его отключить. То есть, если вы используете его на магнитоле, да, и вы постоянно ездите с лифтспаем, это одно. Я, допустим, подключаю иногда посмотреть состояние батареи и так далее. Поэтому меня устраивает вот эта вот вещь. Так, есть еще классные вот такие тоже миньки. Только смотрите, чтобы он был 1,5, потому что где-то очень мелким шрифтом будет написано, что не поддерживает электроавтомобили и гибриды. Друзья, и еще одна вещь, о которой я хотел вам сказать. Если вы яблочный маньяк и принципиально не покупаете Android, то вам для того, чтобы общаться с вашим Nissan Leaf, понадобится вот такое вот чудо-устройство. Это по большому счету то же самое, что и вот этот, только Wi-Fi версия. Давайте ее вставим, попробуем, подключится ли наш Wi-Fi идентифайер к нему. Так. Но он однозначно, вам нужно будет его использовать через переходник. Почему? Потому что в противном случае он еще длиннее, и он вам будет блокировать, по сути, ноги. Доступ к педалям. Так, одну секунду. Ищем Wi-Fi. Сейчас подключу. Господи, кто бы знал, как я ненавижу Android. Целая проблема, пока подсоединил к сети, которая без интернета. Ну и как вы можете видеть, мы просканировали, в принципе, получили тот же самый результат. Нас ничего абсолютно не удивляет. Только работаем мы по Wi-Fi. А ну давайте попробуем сейчас лифтспаю подрубить. Мы нажимаем вот сюда. Так. Wi-Fi девайс. Ссылка девайс. Ну, наверное, 1, 2, 3, 4. Да. Завелся через Wi-Fi без проблем. Дело в том, что я LiftSpy купил на айфоне, потом его продал. Я думал, что лицензия будет действовать и на андроиде, но там отменил покупку. Вот, друзья. Ну, собственно говоря, поделился с вами опытом. Вот видите, что какое изобилие. Сейчас я переведу камеру и покажу вам, какое у нас изобилие наших с вами адаптеров. Друзья, вы видите изобилие. Выбирайте то, что вам по душе, то, что вам подходит. Вот это к лифу не подходит, но это подходит к другим машинам. Я так понимаю, что там каким-то японским вариантам и так далее. Вот. Это у нас Wi-Fi используется обычно для яблока. Но как вы увидели, возможно использовать и на андроиде. То есть это штукенция универсальная. Вот это классная штучка с кнопкой. Вот. Я вам покажу, какую не покупать, потому что она не подходит. И внимательно читайте, чтобы в описании вот этих штук с кнопкой, несмотря на то, что стоит версия протокола 1,5, может не работать с гибридами и электричками. Уже говорил. Ну и самый старый, самый рабочий, универсального среднего размера, 1,5 брелок, который работает абсолютно вообще совсем, практически совсем. Вот, друзья, то, что хотел вам рассказать, показать. Поставьте лайк, жмакните колокольчик. Вот. Ну и всего вам хорошего. Дальше будет больше и больше интересных видео. Спасибо вам. Пока.